Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом нежнейшего шоколадного пирога с вишней. Для начала приготовим шоколадное тесто. Для этого в чашу миксера разбиваем 2 яйца. Я взяла яйца первой категории. Добавляем щепотку соли и начинаем взбивать совсем недолго, чтобы они просто перемешались. Для замешивания такого теста при помощи моей кухонной машины Red идеально подходит насадка венчик. Теперь добавляем 120 грамм сахара и продолжаем взбивать до получения пышной белой массы. У меня на канале есть еще много рецептов вкусных пирогов: ягодных, шоколадных, ореховых, морковных, тыквенных. Ссылочки на некоторые из них я оставлю в описании под этим видео. В полученную массу добавляем 140 грамм мягкого сливочного масла и снова все перемешиваем буквально полминуты. Затем добавляем 100 грамм растопленного горького шоколада, я растопила его в микроволновке, и 100 грамм сметаны любой жирности. Снова немного взбиваем, чтобы все ингредиенты перемешались. Последний насыпаем 100 грамм просеянной муки, но не сразу, а в 2 приема. Добавляем чайную ложку разрыхлителя и продолжаем замешивать тесто. Я сначала засыпала примерно половину муки, затем во время замешивания теста постепенно подсыпаю оставшуюся муку. На замешивание теста для пирога при помощи моей кухонной машины Red у меня ушло буквально 5 минут. Далее дно и бока формы для выпечки смазываем растительным маслом и застилаем пергаментной бумагой. У меня разъемная форма диаметром 22 сантиметра. Теперь по дну формы распределяем шоколадное тесто. Посмотрите по консистенции, оно напоминает шоколадный крем. Далее приготовим творожную начинку. Для этого в чашу миксера выкладываем 250-300 грамм пастообразного творога. Разбиваем 2 яйца. Добавляем 2 столовые ложки сахара, чайную ложку ванилина, 100 грамм сметаны, 1-2 столовые ложки кукурузного крахмала в зависимости от того, насколько влажный у вас творог. И все хорошо перемешиваем до однородности. Для замешивания такой творожной начинки при помощи моей кухонной машины идеально подходит насадка лопатка. Буквально через минуту получается такая однородная творожная масса. Кроме того, нам понадобится 300 грамм вишен без косточек. Пересыплю их крахмалом, чтобы при выпекании не выделилось много сока. Далее поверх шоколадного теста распределяем творожную массу и выкладываем все вишни. Если вишни сильно кислые, то по желанию их можно дополнительно посыпать сахаром или сахарной пудрой. Все отправляем в разогретую духовку до 170 градусов примерно на 1 час. Ориентируйтесь по своей духовке, я пекла даже дольше. Готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить из пирога сухой. Готовому пирогу даем немного остыть, чтобы творожная масса стабилизировалась. Только потом освобождаем его от кольца и нарезаем на порционные кусочки. Пирог получается нежным, воздушным. Шоколадное тесто, творог и вишни прекрасно сочетаются между собой, поэтому обязательно попробуйте приготовить этот вкусный пирог к чаю. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал, здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!